Ходят слухи, что покупать квартиру напрямую, без агентства недвижимости, дешевле, чем это делать через GPI. Смотрите это видео до конца, и я уверен, я развею этот миф. Сегодня я предлагаю вам поразбирать наши объекты, которые есть в нашей базе, в базе агентства GPI, и сравнить их с другими объектами, которые продаются на известном агрегаторе в Грузии. Давайте посмотрим, где все-таки цены ниже, в агентстве GPI или на сайтах-агрегаторах. Меня зовут Антон Тиунов, и вы снова на канале Georgia Private Investment. Поехали! Итак, первый наш объект называется отличный объект для инвестиций в комплексе Батуми Ля Фамилия. На третьем этаже черный каркас 1+1. Значит, цена у этого объекта всего $885 за метр квадратный. Смотрите, какой прекрасный комплекс. Батуми Ля Фамилия, у нас очень много клиентов покупали там квартиры. Дом уже почти готов, скоро пустят на ремонты. Просто прекрасные видовые характеристики, отличные виды на море, сам дом, великолепная компания-застройщик, классная планировка. Значит, смотрим, открываем теперь сайт-агрегатор. И вот я уже подготовился, здесь открыл Батуми Ля Фамилия, видим, да, подробнее о доме. Значит, смотрим, студии продаются от $1230 за метр квадратный. Двухкомнатные, о которой мы сейчас говорим, от 1090 за метр квадратный. То есть у нас цена 885, у застройщика 1090. Но застройщик же не один, тут же продают еще и другие люди. Вот 28 квартир на вторичке. 57 квадратов на третьем этаже стоит $51 тысячу. И это самая низкая цена на рынке, которая есть. И она, видите, с чем? С логотипом GPI. Идем дальше. Все остальное стоит 51 400. На втором этаже стоит 51 400, то есть дороже на $1500, чем у нас. Дальше 53 и так далее, так далее. То есть даже доходит до того, что самые дорогие лоты стоят аж до $68 тысяч в этом же доме. То есть у нас вариант номер один, евро-двушка в Батуми Ля Фамилия. Мы открыли сайт-агрегатор и видим, что наш вариант компании GPI самый привлекательный по цене. Ну что, идем дальше? А давайте мы с вами посмотрим интересный апарт-отель в Гонио. Например, вот этот объект, Wyndham Residence Батуми с видом на море. Это студия, обычная студия на третьем этаже. Стоит она $2470 за квадратный метр или 73 500. Полностью с ремонтом, с тапочками, халатами, полностью под ключ. Открываем мы, значит, Wyndham Residence Батуми на сайте-агрегаторе. Что же мы здесь видим? Студии у застройщика от $107 тысяч. То есть, прошу внимания, у нас 73 500, у застройщика 107. Разница на 50%. Дальше. Это же не все. Есть целых 26 квартир на вторичке. Открываем и их. Сортируем по цене. Сортировать. Сначала за квартиру. Итак, что же мы видим? Самая дешевая студия здесь $67 682. И это не объект GPI. Но этот объект размещен 10 июля 2024 года. И если по нему позвонить, даю вам зуб об заклад. Или как там, что дают обычно? Что там даю? Я вам зуб даю. Вот. Бьюсь об заклад, что это фейковое объявление. Но что же мы видим на втором месте? Давай позвоним. А давай позвоним. Но второе объявление в этом во всем именно наша компания GPI за 73 тысячи. А следующее объявление, после, вот смотри, первое 67 тысяч, мы по нему еще будем звонить. Второе 73 500 от компании GPI, оно здесь тоже есть. И третье 85, то есть разница между реальным нашим объявлением и фейковым всего 6 тысяч у них ниже, да, как бы, ну, фейковый мы что знаем или нет. Но реальное объявление 85, то есть у нас объект дешевле на $12 тысяч, чем у других. Итак, звоним. Алло. Да, добрый вечер. Здравствуйте. Да, добрый вечер. Добрый день. Извините, что поздний час. Увидел ваше объявление по продаже студии в Wyndham в Гонио за 67 тысяч. Это живая квартира? Можно ее купить или это так? Это просто в квартире у меня сотрудница не убрала. Вы еще полгода назад продали ее. Год назад продали ее? Полгода. Полгода. Назад. Ну да, я вижу, что она здесь у вас висит от июля, да, у вас объявление. Вы продали. А почем продали, подскажите, пожалуйста. Что? Почем продали, не помните? Вот не вспомню, мне надо посмотреть. Ладно. А есть в этом доме еще какие-то у вас другие объекты?
Нет, мы и Виндзум, и Редисон продали где-то февраль-март. Я понял, понял. Когда сделки были. Ладно, понял, спасибо, извини за поздний звонок, хорошего дня, до свидания. Хорошего До свидания. Мгм. хорошего вечера, хороших выходных. До свидания. Так вот, что мы видим, друзья, то есть этого объявления реально нет, то есть это объявление продано, по словам менеджера, по крайней мере, то есть его купить нельзя. А в нашей компании вы можете купить студию Windham Residence Gonio за 73,5 тысячи долларов. Идем дальше потихоньку, да, наверное, поднимаемся. У нас есть лот номер 225. Это вообще уникальное предложение. Это комплекс Calligraphy Towers, блок С, который сдается у нас через год-полтора, в мае 26-го, через полтора года. В нем была цена объекта 1050 долларов за метр квадратный, то есть общая цена 48. А сегодня эта квартира стоит 46 600. Давайте посмотрим, что же есть на сайтах-агрегаторах. Еще раз, это стандартная евро-двушка, площадью 46,6 метров квадратных на 22 этаже, торцевая, то есть с видом на море, с хорошими видами, высокий этаж. Блок С. Открываем мы новостройки, нажимаем Calligraphy. В блоке С 84 квартиры продажи. Открываем. Тут это студия. Вот они, двушки. Вот они, пошли. Во-первых, у застройщика таких квартир 46 метров больше нет вообще. Самая низкая, что есть, на 19 этаже 55,9 квадратов. Не торцевая, заметьте. Она стоит аж 64 тысячи долларов, а у нас, напоминаю, 46 600. Но такого застройщика нет вообще, поэтому давайте попробуем найти на вторичном рынке, что продается. Ставим фильтры, что нам нужна площадь, нам нужна только двухкомнатная квартира, площадью от 43 метров, ну, допустим, от 45 давайте поставим. Показать. И что же мы здесь видим? Самая низкая цена на квартиру в этом доме у нас. Объявление от 23 октября. 45 505 она здесь стоит. То есть она даже стоит дешевле, чем я сейчас вам говорил. Видимо, продавец еще спустился по цене. А следующая квартира, такая же, только на 10 этаже, она стоит 47 тысяч. То есть дороже, чем у нас, на 1500 долларов. Но третья квартира, что удивительно в этом списке, тоже компания GPI. И тоже наша квартира на 13 этаже. Что я могу вам сказать, ребята? И слушайте, и пятая квартира тоже наша. То есть из самых топ-5 дешевых квартир 3 квартиры от компании GPI с нашим логотипом. Если наш логотип нанесен на объявление, значит, это объявление 100% есть, вы 100% можете его купить. Это удивительно. А следующая цена, шестая квартира, уже стоит 50 тысяч долларов. То есть на 4,5 тысячи долларов больше, чем наше предложение. Что это говорит? Вот мы с вами разобрали только что 3 варианта. Первый мы разобрали с вами квартиру 1+1 в Батуми Ля Фамилия. Мы разобрали с вами студию в Windham Residence Gonio. И разобрали квартиру однокомнатную, евродвушку, вернее, за 46 тысяч долларов в Calligraphy Towers блок С. И что мы видим? В каждом варианте, который мы с вами рассматривали, компания GPI имеет лучшие по цене предложения. Это наши эксклюзивы, это наша работа, это подтверждает то, что мы действительно продаем ликвидную недвижимость, тщательно отобранную нами по справедливым ценам. Если вы еще не позвонили и не оставили комментарий под этим видео, пожалуйста, ставьте лайк, колокольчик, комментируйте, пишите все, что угодно. Нам это очень, и нам, и Ютубу это очень помогает продвигать наши видео выше и выше. Заранее вам от меня лично большое спасибо и плюс вам в карму. Злые языки скажут, что это разломанные квартиры с видом на помойку. Что ты на это скажешь? Супер. Хороший вопрос. Мы сейчас рассмотрели 3 квартиры в домах в строящихся, которые в Батуми Ля Фамилии уже можно ремонт начинать зимой, в Виндаме чуть попозже, в блоке G Calligraphy в мае 26-го. Да, это не разломанные квартиры, это стандартные квартиры в новостройке под самоотделку. Они идентичные, они что у нас, что у других агентов, что у застройщика одинаковые. Отличается только этаж немножко и вид. Поэтому ваше замечание здесь не подходит. Давайте сделаем так. Давайте найдем 3 квартиры с ремонтом и сравним их сейчас. Окей? Первое, что попалось мне вот буквально в глаза, только что 29 октября вышло объявление. Значит, менеджер у нас здесь по ней Даниил. Это евродвушка в комплексе Дар Билдинг. 48 квадратов, 9 этаж, ремонт мебели, техника. Смотрим на ремонт вместе с вами. Из спальни вид на юстицию и вид на море. Поющие фонтаны, смотришь, не вставая с дивана. Первое. Плюс. Ремонт, ну, вот тут на любителя, как бы, я, ну, не знаю, то есть, вот это вам судить, какой ремонт. Вот ванна мне очень нравится. Интересно оформлена,
Зона зеркала, интересная очень раковина, приятные тона с точки зрения кафеля, такой мне нравится, серый под дерево. Полотенцесушитель, подвесной унитаз, инсталляция скрытая. Ну, очень все прилично. Гардеробная. Удивительно, что в квартире 48 квадратов есть гардеробная. Ну, спальня с большим достаточно объемом мест для хранения. Ну и вид из окна тоже понятно. Смотрим. Комплекс Дар Билдинг. Двигаемся от каллиграфии в сторону моря. Открываем именно Дар Билдинг. Итак, у нас уже все отсортировано по цене на квартиру. Сначала дешевые. Ставим фильтры. Здесь они тоже уже стоят. Это две спальни, минимум 45 квадратов. 90 квартир показать. Итак, что мы видим? Первая квартира за 64 тысячи. Это студия переделана, это 49. Да, это, кстати, неплохая квартира, переделанная из чего-нибудь куда-нибудь. Это фейк. Я точно могу сказать, что эта квартира, которая нам здесь показана, она не может стоить 64 тысячи долларов. Объясню почему. Потому что вторая по цене квартира с подобной площадью стоит без ремонта 66. То есть мы видим сразу, как легко отличить фейковое объявление от нефейкового объявления. Вот первый номер в списке, 64 тысячи долларов с ремонтом, 29 этаж из 35. Окей, показать номер. Это вот компания, если вы видите этой компании объявление, это фейк на 99%. Это их подход, это их стиль, это вот такое мы не любим вообще. Вы же сами все поймете. Алло, Да. здравствуйте. Извините, меня Антон зовут. Я увидел ваше объявление в Дарбилдинге. Продаете квартиру однокомнатную за 64 тысячи долларов. Она живая? Ее можно посмотреть завтра или... Да, можно. Правда, вы должны мне на WhatsApp написать и ссылку скинуть. Не понял. Я вам сейчас говорю. Эта квартира на Жигули Шартава 8 Дарбилдинге, она живая или нет? Да. Да, я говорю, напишите мне на WhatsApp. Все, супер, пишу. Все, пишу. Да. Скажите, пожалуйста, во сколько завтра можем посмотреть ее? А вот менеджер вам напишет сегодня и решит. Все, жду, спасибо. Я уже написал, спасибо. Хорошо. Ты потом напомни мне, когда будешь монтировать, чтобы я тебе скриншот переслал переписки нашей с этим человеком по WhatsApp, хорошо? Значит, дальше. Наша квартира в Дарбилдинге стоила или стоит 90 тысяч долларов. Вообще в Дарбилдинге средняя цена без ремонта и без мебели примерно 66-68 тысяч долларов сейчас за такую квартиру. Соответственно, ремонт ее вот там условно 30 тысяч долларов так и составляет. Здесь все самоотделка, здесь плохой ремонт. Но вот из того, что есть пристреляться, да, наше объявление не самое. Кстати, эта же квартира, по которой только что оставил объявление, только что написал, она стоит 74 от другого агента. То есть там 64, здесь 74. Открываем это объявление, это фейк на 90 тысяч. Это же у этой же девушки, у этого же агентства, это же выставлено за 74. Понимаете? Продавцы, обращаюсь сейчас к вам. Пожалуйста, это... эволюционная история. Мы должны к этому прийти все вместе, и наша задача, и моя личная, персональная задача регулировать и помогать рынку недвижимости Грузии расти и развиваться. Так вот, цивилизованный рынок работает так. Вы обращаетесь к одному агенту, заключаете с ним эксклюзивный договор, и он продает вашу недвижимость. Это его работа. Если он не продал, и у вас не было 0 показов за месяц, меняйте агента, расторгайте договор в одностороннем порядке или пишите письмо и переходите к другому агенту. Найдите своего агента одного, который будет заниматься продажей именно вашей квартиры. А не будет такого, что ваша квартира будет 10 объявлений на сайте по разным ценам от разных агентов. Только запутаетесь. Что я могу сказать вам? Вот квартира с ремонтом тут сильно отличается. Дело в том, что ремонт отличается сильно по качеству, да, по затратам и так далее. То есть сравнивать легко квартиру новостройка, которые примерно одни, отличается только этаж. Или там, ну, вид такой, там, или вид такой, или вид такой, или вид такой. Здесь сложнее, да. И мы видим, что в Дарбилдинге наша квартира не входит в первую десятку самых дешевых лотов. Но у нас здесь попадают лоты без ремонта, мы не можем их сравнивать, да. И здесь попадают лоты фейки. На фейковых объявлений на вторичку больше, чем на новостройке. Вот, переходим на вторую страницу. И вот тут уже возникает история, где мы в рынке. Вот квартиру я сейчас показываю за 84 тысячи долларов.
такая с зелеными стенами. Вы видите, что ремонт точно хуже абсолютно, чем ту, которую показал вам я. Вот еще одна за 85 с желтым диваном. Или вот еще одна с ванной интересная. Интересная квартира, но решение такое нестандартное, скорее студия, чем квартира. 85 тысяч. Вот опять зеленая квартира, вот я тебе тоже об этом говорил, зеленая стоит 84 квартиры, она от GPI продается за 88 от GPI. От кого-то за 84. А потом эта квартира за 89 продается от кого-то. Вот это не эксклюзив. Я вот прошу менеджеров не брать не эксклюзивы, не берите, пожалуйста, ребят, если смотрите это видео, коллеги, не берите в продажу объекта не эксклюзив, потому что будет вот так. 90, 90, 90, 92, 92, 92. Вот, что мы видим, что даже эта квартира, которую мы сейчас разбирали от GPI в дарбилдинге с ремонтом 90, это рынок. То есть в этом доме хорошие квартиры стоят от 85 тысяч долларов до, сейчас скажу, это вторая страница была из 5, до 147 тысяч долларов. Вот вилка от 85 до 147, у нас 90. То есть мы скорее к вариантам по справедливым ценам, нежели к оверпрайсу или переоцененным объектам недвижимости. Окей, зафиксировали, идем дальше. Давайте поищем еще. Я взял последние просто, которые я даже не видел эти объекты в нашем каталоге. Окей, а давайте разберем этот же возьмем проект, дарбилдинг, только возьму студию. У нас есть студия на эксклюзиве в Дартауэре, лучший вариант для инвестиций. Это 34 метра квадратных на 19 этаже всего за 1560 долларов за метр квадратный. Посмотрим ее внутри. Хороший санузел. Приятная. Что видно в этой студии? Эта студия отремонтирована для сдачи в краткосрочную аренду, для Airbnb, для букинга. Полотенца сложенные, вот как мы любим, да, в хороших отелях. Тумбочки прикроватные, вся посуда. Маленькая плита на 2 комфорки. Чайник. Большое зеркало на входе. Много вешалок и столик для чемодана. Такая вот студия для сдачи в аренду, очень простая, да, вот недорого. Стоит она 53 тысячи долларов. Давайте вместе, раз мы в этом уже находимся, в дарбилдинге, отменим фильтры, нажмем «Студия» и нажмем «Вторичка». Чем отличается дарбилдинг от всех других комплексов? Что в нем очень мало объектов на продажу. То ли он очень нравится людям, то есть представь себе, там в комплексе больше 1000 квартир. И студий всего 22 на продажу, ну, на всем агрегаторе. То есть это как бы продается 2%, что ли, получается. Смотрите, самая дешевая студия стоит 51 тысячу долларов. И это я продаю. Риэлтор, вы молодец. У вас прекрасная студия с очень хорошим ремонтом. Но она, блин, в ней все классно. Но она метров 15. В этом объявлении мы видим, что продавец указал площадь 5150 метров квадратных. Это делают специально, чтобы не указывать площадь, потому что в этой студии, я смотрю на нее, у нее кровать стоит и вот такой проход. То есть она шириной 2,50, скорее всего. Ну, короче, вы посмотрите фотографии, скажите, вот напишите в комментариях, как вы думаете, какая у нее площадь. Мне кажется, метров 14-16, вот мое личное ощущение. И она стоит, да, 51 500. У нас в GPI студия стоит 53 тысячи долларов. Полноценная 34 квадратных метра. Следующая 64, 69, 70, 70, 75, 75, 90 и так и поехали дальше. То есть, что это означает? Означает, что и в этом варианте, вариант GPI самый низкий по стоимости метра квадратного точно абсолютно. И второй по цене среди студий вообще во всем доме. Ну вот смотрите, давайте посмотрим такую штуку. Вот тут еще одна студия на Шартава 32. Это студия Sunrise Residence. По моему личному мнению, это лучший жилой дом в Батуми по локации, огромному паркингу, двухуровневому подземному, детскому саду во дворе, фитнес-центру прямо в доме, магазину продовольственному, 2 рядом Агрохаб и местный тут в самом доме находится. Ну и качество застройки. То есть это лучший, по моему мнению, жилой комплекс в Батуми. У нас там есть на эксклюзиве студия на 3-м этаже, 43 квадратных метра с террасой. Смотрите, какая студия. Да, студия, скажете вы, да, маленькая, да, но кто ограничен в бюджете и кто хочет инвестировать или просто купить, чтобы у него была недвижимость у моря, это великолепный вариант.
Студия, причем в этой студии 4 места спальных, это кровать полноценная и диван, который можно разобрать. То есть для семьи, которая любит приезжать на море, на выходные, там, на неделю-две в году, это вообще супер вариант. А в другое время можно ее сдавать. И там отличная, ну, во-первых, мы видим, что там стандартные двери во всем доме, хороший керамогранит, кухонная зона, большая кровать, великолепная ванна. Вот здесь мне очень все нравится. Вот для студии такая ванная комната. Да, кого-то может золотом напрячь, но в целом, так как ручки дверные и сама вот это все такое вот в золотом, и даже кран золотой, приятно смотрится на самом деле. И, блин, Игорь, ну это просто терраса. У тебя в студии терраса, вот как вот здесь мы сидим. Уже там мебель дачная, туда мангал поставить. Не, я серьезно говорю, навес уже есть. Да поставить мангал, там можно проводить время. Ну, эта студия отлично вот для тех, кто, ну, типа, жить не собирается, но что пусть будет. Как бы пусть будет у меня студия на море за 50 тысяч долларов. 5 миллионов рублей. В лучшем доме Батуми. Да класс. Поехали. Смотрим, находим Шартава Резиденс на карте. Много студий. Студий очень много. Очень много студий. 37 тысяч, 37 тысяч, 39. Ну вот первое объявление, я считаю, оно фейковое. Это мое личное мнение, я ничего не утверждаю. Это просто я так считаю. Объясню почему. Первое. Объявление, которое висит на сайте с 5 января, оно, скорее всего, является фейковым. Потому что если вы за 37 тысяч долларов студию не продали с января, то какой-то у вас здесь и подвох. Ну, 100%. Дальше, студия 37, 39, 39, 40, 40, 40, 41. Это все без ремонта. Дальше, 42. Написано с ремонтом, с июня объявление. Может быть живое. Смотрим. Действительно, приятная студия. Действительно, ремонт от застройщика, как у нашей студии. Чуть-чуть похуже здесь санузел. Чуть-чуть похуже санузел. Но в целом, если это живое объявление, здорово. То есть у нас не самая низкая цена. Но здесь 1235 за квадрат у него, а у нас 1170. То есть по цене за квадрат, так у нас студия большая, с большой террасой, ну, с садовой мебелью и так далее. Да, наша студия чуть дороже, это правда. Но вы получаете за эти там разницу 8 тысяч долларов много-много-много разных удовольствий. За квадрат самая низкая цена. Дальше 42 без ремонта. Это мы только одну нашли. Вот еще одна студия есть на третьем этаже. 43 тысячи долларов. В общем, смотрите, какая история. Если бы наша студия была без террасы, она бы стоила дешевле, соответственно. Но у нас объект сравнения, как бы он несоотносим. То есть обычная студия 30 метров квадратных стоит 43 тысячи долларов. Да, самая дешевая. У нас 43 квадрата. То есть это плюс 12 квадратов. И ты покупаешь за 12 квадратов за 7 тысяч долларов. Как бы экстра. Ну вот в Батуми этот экстра, посидеть там, шашлыки пожарить на террасе там с друзьями, это, мне кажется, супер. При том, что это можно начинать делать с марта и заканчивать в ноябре. Слушай, мы Новый год обычно празднуем на балконе у друзей. Ну вот так. Как бы, ну, это жилетка легкая, это ну, рубашка. Там, вот мы 2 года назад праздновали у Рустама в гостях на террасе, на улице, стол. Там, ну, как бы, здесь в декабре очень тепло. Средняя цена студии без ремонта здесь около 40 тысяч долларов примерно. Те объявления, которые мы посмотрели с вами, они могут быть живые, может не живые, мы не знаем. Но опять же, я о чем? О том, что цена нашего эксклюзива от компании GPI, она находится и стремится к минимальной цене. Вообще минимальная цена за квадрат и к минимальной общей цене в целом на рынке. Понимаете, о чем я говорю? Я ищу что-то еще. Одно последнее мы сейчас найдем. Давайте что-нибудь интересное такое, чтобы мы сравнили по ремонту. И закончим на этом. Пока ты ищешь последнее, давай я еще один вопрос задам. Да. Вот мы сейчас снимаем ролик про то, что у GPI самые низкие цены. Да. А ты зачем это делаешь? Не боишься, что продавцы испугаются нести в GPI свои квартиры? Нет. Я скажу так, мы работаем только с теми продавцами, которые хотят продать свою недвижимость. Я не работаю с теми, кто хотят узнать, ну сколько моя квартира может стоить, оцените ее, пожалуйста. А я подумаю, продавать ее или не продавать. Я вот с такими не работаю. Хочешь продать? Мы продадим. Не хочешь продавать? Не продавай, не звони, не трать наше и свое время.
В чем разница тогда между демпингом Это не и... демпинг, это рынок называется. Рассказывают, значит, нужно погрузить вас больше в технологию работы компании GPI. Работа очень простая. К нам обращается клиент, говорит, я хочу продать. Мы задаем вопрос, сколько вы хотите выручить за эту квартиру? Он говорит, я покупал за 40, там условно, да, там покупал за 40 тысяч долларов, не знаю, почему хочу продать, но сколько она сейчас стоит? Мы задаем следующий вопрос. Вам нужны деньги срочно или не срочно? Он говорит, ну, среднесрочно, нет никаких бед, да, вот хочу продать. Мы говорим, окей, мы же так же делаем. Мы заходим на сайт-агрегатор, анализируем рынок, говорим, средняя цена на вашу квартиру там 50 тысяч долларов. Средний срок экспозиции квартиры в среднем в нашей компании 2-3 месяца. Мы берем ее за 50, наша комиссия 5, поехали. Подписываем эксклюзив или не подписываем? Он говорит, о, 5 это дорого, все берут 3. Мы говорим, хорошо, продавайте, с другими за 3. Когда вы захотите продать, возвращайтесь. 96% наших клиентов возвращаются к нам обратно, потому что не смогли продать с другими менеджерами. Ну, не смогли продать на рынке. Они возвращаются к нам, мы говорим, хорошо, 50, поехали. Продаем, у нас каждую неделю, если у нас есть эксклюзив, наш менеджер каждую неделю отчитывается, сколько было звонков, сколько было показов, сколько мы потратили на рекламу, какое видео мы сняли, где мы в каких соцсетях продвигали и так далее, так далее, так далее. Мы каждую неделю отчитываемся перед продавцом о той работе, которую мы провели, даже еще не продав и даже еще не заработав с ним денег. Проходит неделя, он звонит, как правило, он звонит, говорит, так, мне нужны деньги срочно. Мы говорим, завтра, сегодня 40. У нас есть такая функция, такая услуга, у нас есть коллективные инвестиции. Мы привлекаем деньги инвесторов под срочный выкуп квартир. И у нас всегда есть деньги, чтобы выкупить недвижимость. Всегда. Мы можем выкупить, в принципе, любую недвижимость в городе Батуми. Сегодня нужно выкупить 40. Это, то есть мы не зарабатываем, просто даем деньги. Человек купил, продал, на деньги, тебе нужны сегодня. Мы дальше ее продадим и заработаем на этом. Или он говорит, нет, мне опять же не горит. Мы говорим, давай сделаем не 50, давай сделаем 49. И происходит опять новая неделя. Мы за 49 ее рекламируем везде, выставляем, обновляем везде прайс и так далее. Через неделю мы отчитываемся. И так происходит какое-то количество времени. И где-то 46 500, там 48, 47, 49 там. И тогда где-то это матч происходит. Иногда бывает так, что приходит клиент и говорит, так, я за нее отдам там 35. Ну, я условно говорю, да. И продавец говорит, нет, ну, это я оценю, ну, зачем? Такая корова нужна самому, она сдается в аренду за 500 долларов. Она там пить есть не просит, не отличный ремонт. Зачем мне продавать за 35 ее? Закрывает ее и не продает. Снимает с продажи или там продаем ее по такой цене. То есть там всегда дальше уже работа с продавцом ведется индивидуально. Но смысл для меня важен. Хочешь продать? Мы продадим любой объект. Мы, компания GPI, продадим любой объект, если вы хотите продать. Итак, эта квартира в комплексе Batumi View. Мы недавно писали о нем в пост в нашем телеграм-канале. Для меня это персональный вызов, и я хочу продать эту квартиру, потому что я люблю, когда сделки заканчиваются цикличностью определенной, да, замыкаются. К нам обратился клиент в свое время, покупатель, там, инвестор из Узбекистана. Он купил на раннем этапе эту квартиру в комплексе Batumi View. Это нулевая линия моря, новый бульвар. Писали там пост, туда вот, Влад приезжает туда жить, снял там квартиру, Владислав наш, мой помощник. Вот, там открылось в Batumi View миллион всяких разных ресторанов, кофеин. Я туда езжу по выходным кашу покушать. Там лучшая каша рисовая в городе, прям всем рекомендую. Отличный кофе, там шампаньери, узбекский ресторан, бургерная, прокат велосипедов. То есть там вот, такой центр нового бульвара. Во-первых, новый бульвар, все знают, развивается, строится сейчас. Там отличный парк, там отличный вид, там нулевая линия моря. Да? Это вот, что еще говорить. И клиент со мной купил квартиру там без ремонта. Ему сделали ремонт от застройщика. Он оплатил сам, там уже договаривался с ними, мебель, внес некоторые элементы декора. Вот такие фотографии, там классная. Там можно было бы сделать две спальни. Но клиент из Средней Азии, и там не принято жить в студиях. Там принято жить, понимаете, да? И вот он сделал из квартиры 60 там, с лишним квадратов, сделал нормальную однокомнатную односпальную квартиру. Вот как я маме, вот мы сделали ремонт, да, 60 квадратов. Он сделал квартиру для себя. 59,76. Это реально 60 метров квадратных внутри. Это 11 этаж из 13. Там все есть. Там даже вот для мытья посуды жидкое мыло. Все вот там вот можно сейчас заехать и сегодня жить. Цена $2600 за метр квадратный. Это цена
сразу скажу, с торгом. То есть он говорит, вот я хочу вот так, он говорит цену, не я. Он говорит, я хочу вот так, но цена с торгом. То есть я думаю, что он ее за 2 500, он уступит эту квартиру реальному покупателю с деньгами, не просто там по телефону. Да? У нас эксклюзив, у меня ключи в офисе в сейфе лежат. То есть мы продаем только мы, больше никто, купить ее нигде нельзя. Заходим мы вместе с вами на комплекс Батуми Вью на известном агрегаторе. Значит, это блок С, это вид на Турцию, солнечная сторона, там из каждого апартамента вид на море, там неважно какой блок, там все красиво, кроме вот торцевых. Торцевые очень красиво, потому что торцевые, вот ты выходишь и просто в море вот так смотришь. Это боковой вид, но это, тем не менее, вид на море. Итак, у застройщика такая квартира стоит 150 тысяч долларов, самая низкая цена. Посмотрим, что это за квартира за 150. За 150 это, да, это очень похожая квартира на 13 этаже, но без ремонта и без мебели. Открываем ее, смотрим фотографии. Это Т3 каркаси, как говорят в Грузии. Это белый каркас за 2500 долларов. Вот подобная аналогичная квартира, которая может быть двушку или однешку. Вот она стоит 150 ровно. У нас уже обжитая квартира, в ней реально там он появлялся, мой клиент может быть там летом на неделю. То есть это, там никто не жил, это новая квартира, там, сделана для себя. Идем дальше. У нас же есть не только квартира от застройщика, мы же еще можем посмотреть квартиры на вторичном рынке, правильно? Что интересно, в этом комплексе очень много объектов на вторичке. То есть вот мы с тобой смотрели, что Дар Билдинг, да, там было 26 квартир на вторичке, а здесь 200 квартир на вторичке, что интересно. То есть там такой. Ставим фильтры, сортировку делаем по цене за квартиру, самую низкую, и ставим площадь от, ну, у нас 60, да, поставим от 55, например. Таких тоже немало, 60 квартир. Итак, первая квартира, как обычно, фейковая. Как правильно говорить, фейк или фейк? Напишите, пожалуйста, в комментариях, я никак не могу разобраться. Вот фейк все-таки или фейк? Эта квартира не может стоить 62 тысячи долларов. Я не буду даже звонить, можно? Вот любой адекватный человек, который увидит фотографию этой квартиры и увидит ее стоимость, скажет, что этот человек фейк, да. Закрываю, даже не хочу туда смотреть дальше, извините. Ну, правда, я такой так не люблю, это так сильно плохо играет на наш рынок. Итак, дальше. А чем это плохо? Ты привлек клиента, не обманул же его, не продал какую-то не ту квартиру. Подожди. Представь себе, ты знакомишься с девушкой. Она говорит, я вот девушка, а ты с ней в спальню приходишь, а там мужчина. Ну, блин. Ну, это фейк. Да, это фейк. Точно, абсолютно. То есть я не понимаю, смотри, агент это же как стоматолог, как, вот, не знаю, как психотерапевт. Вот сегодня, например, я помогаю клиенту оформить ипотеку в банке. Да мы с ним, я знаю, где он живет, он мне паспорт свой скинул, деньги мне наличные переслал, они у меня в кармане. 68 тысяч долларов у меня лежат в кармане, просто так человек мне их отправил. Без бумаг, без расписок, без всего, просто вот на человеческом доверии. Он покупает недвижимость за 145 тысяч долларов в Мариотте сейчас, квартиру с отдельной спальней. Это доверие максимальное. Как покупатель может доверять человеку в наше тяжелое время, о котором нельзя банковские переводы оформить? Понимаешь? Как доверять человеку, который сразу тебя обманывает в объявлении? Идем дальше. Наша квартира не самая дешевая, я вам скажу так. Потому что я вот нашел квартиру такую же один в один на 6-м этаже за 135 тысяч долларов. За 135 тысяч долларов. Наша стоит 155, с дисконтом там, пусть будет 150, да, например. Значит, вот одна за 122, но это без ремонта, я ее закрываю. Это не, ну, как бы вариант, мы не можем его сравнивать. А вот эта квартира очень неплоха. Это же планировка. В ней чуть-чуть попроще ремонт. Или, может быть, кому-то ремонт больше нравится, скажите. Это вот такая же планировка, вы только этажом ниже, в этом же блоке. Она стоит 135 тысяч долларов. Да, это же квартира, этот же этаж. Что мы здесь имеем? То есть мы продаем квартиру дороже на 15 тысяч долларов. Это такой личный мой интерес. Я поговорю с продавцом, чтобы мы скинули со 150 до 145. И тогда наш вариант будет точно абсолютно экономичнее, выгоднее, потому что наш выше, намного лучше выглядит, и намного лучше ремонт, это вы увидите по монтажу. То есть я сделаю для тех, кто обратится именно с Ютуба, именно по этому видео, я точно абсолютно сделаю на эту квартиру, я откажусь от своих комиссионных, от части своих комиссионных, чтобы продать эту квартиру, потому что
потому что я понял, что вот в этой квартире у нас цена не завышенная, а у нас цена выше, и есть за что. Но я готов пойти навстречу покупателю, реальному покупателю, чтобы ее продать. Это самое дешевое, что мы нашли. То есть мы нашли такой же объект ниже этажом, и разница у нас сегодня в 15 тысяч долларов. Ну а все остальное дороже, дороже. Там. Вот наша стоит 155, вот она стоит, поехали. Это фактически второе объявление по цене. Да? Ну а дальше там 169, 170, там мы даже не смотрим. Опять же видим, что наше объявление, оно стремится к самой низкой цене. У нас лучший ремонт, точно, абсолютно. У нас лучший этаж по сравнению с самым дешевым вариантом. А самый дорогой, чтобы вы понимали, стоит вот 180 только на первой странице я вижу. Ну а дальше там 185, 190. Интересно было бы посмотреть самый дорогой вариант. Что ж уж там такого наделали? Слушай, это просто большой, очень большой аппетит. Еще раз говорю, многие, я сталкивался с тем, что многие продавцы просто вот на этом, знаешь, на хайпе, когда война началась особенно, просто ставят, вот я знаю таких много людей, которые поставили, продам там я вот эту вот свою там за 100. И представь себе, продавал. Такие, о. А сосед слышал, что это сидит там, пьет вино, угощает всех, говорит, я продал там квартиру сейчас за 100 тысяч, которая стоит там 50. Сосед такой, о, за 100? 120 сделаю. Поэтому вот эти квартиры, которые там, я часто вижу 500 тысяч долларов за там 100 квадратов. Я говорю, где это, что это? Начинаю изучать, а это просто, это стоит, 150. Многие не хотят продать, многие хотят поставить свою квартиру за 500. Многие хотят узнать стоимость. А многие, вот мне продавцы, почему я люблю эксклюзив? Потому что там есть четкие права и обязанности. Снимаешь продажу квартиру, плати деньги. Мы делали свою работу, мы сняли видео, мы с тобой поехали, сняли видео. Я потратил деньги на рекламу, маркетологи отработали, менеджеры продаж показали. Да, продавец, я передумал. У нас есть всегда неустойка по этому поводу. Часто бывает так, что мы очень быстро находим клиента, и говорит человек, я не буду продавать. Он испугался, что продешевил. Понимаешь, да? А просто мы хорошо сделали свою работу. И поэтому только договор, только эксклюзив, условия. Мы всегда выясняем, зачем вы продаете, почему вы продаете. Если у вас там какая-то беда, там что-то случилось, и вам нужны деньги, конечно, мы берем все компании и занимаемся продажей этого объекта. Если вы пришли на суп ковыряться, узнать, сколько там, почем мы продали, не тратите ни ваше, ни наше время. Спасибо большое за видео, спасибо, что смотрели его до конца. Надеюсь, оно было полезным. Мне показалось, оно довольно смешным, познавательным. И если вам это зайдет, эта серия видео, мы будем делать больше и больше. Можем делать на загородную недвижимость, можем попробовать посравнивать земельные участки, коммерцию ту же самую взять. Если какие-то есть у вас идеи по новым форматам на нашем канале, прошу, пишите комментарии. Это будет полезно и мне, и Игорю, который сидит по ту сторону экрана. Спасибо большое. И, как всегда, до встречи в Грузии.